Всем привет, друзья! Вы на канале Safe A World. Сегодня я для вас расскажу историю. Приятного просмотра. Когда Виктор, охотник из северного поселка, вышел на берег замерзшего озера, он собирался проверить рыболовные сети, оставленные накануне, потому что обещали резкое похолодание. И было важно забрать улов до наступления сильного льда, но, подойдя ближе, он заметил нечто, что сразу заставило его сердце пропустить удар. В нескольких десятках метров от берега, среди ледяной каши, из проруби торчала голова дикого зверя, который с трудом держался на воде. И сначала он решил, что это собака, забредшая слишком далеко, но когда подошел ближе и взглянул через бинокль, понял, это был волк. Он застыл на месте, потому что знал, насколько это может быть опасно, ведь даже обессиленное животное могло напасть, когда почувствует угрозу. Но потом заметил, как лапы волка бессильно бились в воде, будто он вот-вот утонет, и Виктор понял, что ждать больше нельзя. Он вернулся к снегоходу, вытащил длинную веревку, крюк и деревянные доски, чтобы распределить вес по льду, и начал ползти к проруби, чувствуя, как хрустит и поддается тонкий лед под грудью, но каждый сантиметр приближал его к живому существу, в глазах которого уже не было страха, только дикая животная мольба. Когда он оказался рядом, волк уже почти ушел под воду, и Виктору пришлось зацепить его под грудь крюком с петлей, подтянуть к себе и одновременно отталкиваться ногами, чтобы не провалиться вместе с ним, и он чувствовал, как лед трещит, как руки уже не слушаются, но на адреналине он вытаскивал это тяжелое, обмякшее тело к берегу, пока наконец не упал на снег вместе с волком, который даже не пытался убежать, просто лежал рядом и тяжело дышал. Он укрыл его своим старым плащом, разжег костер и несколько часов просто сидел рядом, пока тот приходил в себя, и когда волк наконец поднялся на лапы, он лишь посмотрел на человека взглядом, в котором было больше понимания, чем можно было ожидать от дикого зверя, а потом, не спеша, ушел в лес, иногда оглядываясь, будто не мог поверить, что остался жив. Через 2 месяца, когда Виктор снова пошел к озеру, он услышал хруст снега за спиной и, обернувшись, увидел силуэт волка, тот стоял у самой кромки леса. Не приближаясь, но не уходя, а рядом с ним было 2 маленьких волчонка, и тогда Виктор понял, что не зря однажды рискнул собой. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.